Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. И сегодня мы продолжаем с вами вязать вот такие кроссовочки. В первой части мы провязали передние часть, задник кроссовок, а сейчас будем вязать боковые части, обвязку и шнурок. Ссылочку на первую часть я поставлю под этим видео. Кто не видел, вы можете посмотреть. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вы смотрите его еще без подписки. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а мы продолжаем с вами вязать. Значит, сейчас мы будем провязывать боковые части. Спрячем язычок, чтобы он не мешал. И начинать будем, вот здесь у нас первый ряд обвязочки, который мы делали из столбиков без накида. Вот в него под первую, вот сюда, под первый столбик вводим крючок. И привязываемся к этому первому столбику столбиком без накида. Провязываем столбик без накида. Дальше разворачиваемся и по боковой части провязываем 2 соединительных столбика. Один столбик и еще один вот здесь на боковой части. У нас получился один столбик без накида и 2 соединительных. В обратном порядке теперь мы вяжем 2 столбика без накида. То есть под второй, от нашего крючка под вторую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида 1. И под первый столбик еще один столбик без накида. Тут не очень легко первый, но это только начало. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и по изнанке теперь снова вяжем эти 2 столбика со второй петли от крючка. И у нас воздушная петля подъема, она как бы формирует новый столбик, и еще 2 мы вяжем. Здесь несложно, у нас будет идти увеличение в каждом лицевом ряду на столбик. Вот так, не очень хорошо видно. Второй столбик. Теперь по боковой части провязываем снова 2 соединительных столбика. Первый, второй столбик. Разворачиваемся и опять со второй петли от крючка начинаем вязать. Один столбик. Второй столбик, и здесь у нас уже будет 3 столбика провязанных. И вот в самую угловую петлю вот сюда мы провяжем 3 столбик. 3. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем 3 столбика по изнаночной части от второй петли от крючка. Первую пропускаем, у нас там воздушная петля подъема. Дальше вяжем второй столбик и третий. 3 столбика без накида. По боковой части вводим крючок всегда с лицевой стороны. Провязываем 1 соединительный столбик и еще 1 соединительный столбик. Снова поворачиваемся со второй петли от крючка. Вот так мы продолжаем вязать дальше. Теперь у нас вяжется 4 столбика. Видите, в каждом лицевом ряду у нас увеличивается на 1 столбик. За счет того, что мы делаем 2 боковых соединительных столбика, начинаем вязать со второго, получается у нас всегда на 1 столбик больше. Вот, провязываем. Тут в угловую петлю не забываем вязать, не очень просто, она тут тугая. Вот теперь воздушная петля подъема, разворот на изнаночную сторону и снова вяжем со второй петли от крючка столбики без накида. Раз,
2, 3, 4. Вот, теперь 2 соединительных столбика. 1, 2 и лицевой ряд. Вторая петля, первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Теперь у нас 5 столбиков, воздушная петля подъема. Разворачиваемся и продолжаем вязать вот до этого угла, пока мы не встретимся с пяточкой. Когда мы дошли до пяточки, мы теперь соединительные столбики вяжем вот здесь по боковой части пятки. Первый и второй, как бы поднимаемся наверх. Все, и делаем то же самое, что мы делали. Со второй петли от крючка продолжаем вязать лицевой ряд. Я думаю, что тут понятно, видно вам все. Вот так мы теперь провязываем эти ряды, присоединяясь уже не к боковой части, к подошве, а присоединяемся уже вот сюда к пяточке. Не забываем провязывать вот эту последнюю угловую петлю обязательно. И воздушную петлю. Вот так, да. Вяжем назад. В общем-то, это не сложно. Это мы вяжем левую сторону кроссовки. Сейчас мы ее довяжем, и я покажу вам, как вязать правую. Вяжется аналогично, просто в зеркальном отражении. Вот провязываем последний столбик. Соединительные столбики в следующие петли. 1, 2 и возвращаемся на лицевой ряд. Вот так вяжем до верха. Опять со второй петли начинаем и двигаемся с увеличением на одну петлю в каждом лицевом ряду. Я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк этому видео. Этим вы поддержите мой канал. Я вам буду очень благодарна, потому что, в принципе, я для вас делаю качественные видео, стараюсь учесть все ваши замечания. Вот, поднимаемся сюда до верха, вяжем до угла и встречаемся здесь в углу. Вот здесь я закончила изнаночным рядом, поставила здесь маркер, нить протягиваю теперь на эту сторону и будем вязать вот эту вот часть с этой стороны. Это правая сторона мокасин. Ориентируемся опять по вот этому ряду первому, берем первый столбик с этой стороны, там мы первый столбик зацепили с левой стороны, и с правой стороны мы тоже берем, прикрепляемся к первому столбику, провязываем соединительный столбик, нить регулируем так, чтобы она не провисала и не была сильно натянута ровненько, и сразу же после этого столбика
2 соединительных столбика. Провязали столбик без накида под первый столбик и сразу же 2 соединительных столбика. Теперь в изнаночном ряду со второй петли от крючка начинаем вязать столбики без накида. Первый. Так как у нас был один столбик без накида и 2 соединительных, значит в изнаночном ряду у нас будет просто 2 столбика без накида и воздушная петля подъема. Поворачиваемся. Со второй петли вяжем 1 столбик, второй столбик и 2 соединительных столбика. Раз, 2. Теперь на изнанку. У нас с той стороны всегда в лицевом ряду прибывало на 1 столбик увеличивался, а здесь у нас зеркальное отражение, поэтому просто в изнаночном ряду всегда получается на 1 столбик больше. Со второй петли начинаем первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий в угловую петлю. И третий. Теперь воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Вяжем 3 столбика по лицевой стороне, начиная со второй петли от крючка. Первый. Второй. И третий. Немножко затянула я тут петлю. Третий. Теперь 2 соединительных столбика по боковой части. И как вы уже поняли, вот раз, 2, то по изнаночной стороне у нас теперь будет 4 столбика. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Таким образом мы вяжем всю боковую часть. Я думаю, что здесь все понятно. Пишите свои комментарии, буду очень рада, если вы напишите, хорошо ли вам видно, понятно ли вам все. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Так, вот у нас последний столбик, воздушная петля подъема. Разворачиваемся. И двигаемся дальше. Точно так же, как мы вязали с той стороны. Со второй петли от крючка вяжем столбики. Думаю, дальше вы уже поняли. В общем, просто надо запомнить, что обе стороны вяжутся абсолютно одинаково. Начинаются с одного столбика и 2 соединительных столбиков по боковой части. И потом просто увеличиваются. С левой стороны в лицевых рядах идет увеличение столбиков, количество столбиков, а вот с правой стороны в изнаночных рядах. Все также, все аналогично. Провязываем вот так же, как по той стороне, вот сюда до верха пяточки. Здесь, когда мы оказываемся наверху, мы эту петлю последнюю ставим на маркер тоже. Вот у нас теперь с той стороны петля на маркере и с этой стороны. Вот. А вот эту ниточку вот сюда будем протягивать, чтобы обвязать. Нам надо сделать обвязку по вот этим боковым частям. Поэтому конец нити вот сюда вытягиваем. Сейчас будем вязать по передней части планочки и будем на них делать отверстия под шнурок. Вот так протягиваем до самого начала. И у нас было в первую петлю вот этого ряда, да, теперь под второй столбик этого же самого ряда по переду под второй столбик заводим крючок
и провязываем столбик без накида. И сразу на боковую часть не забываем эту нить, которую мы протянули, ввязывать. Со второй петли от крючка на боковую часть идем вот так, столбики без накида. В каждую петельку у нас получается тут как бы скос, поэтому мы ориентируемся по количеству рядов. Ряды лежат у нас вот так, как бы поперечно, поэтому смотрим. И вот там, где ряд, провязываем столбик без накида. Вяжем столбики до верха, до угла. Вот отсюда доходим до угла. Не забываем поставить лайк этому видео. Буду вас просить на протяжении всего видео. Вот так мы рядочки смотрим, видите, наскос. И вот здесь в углу доходим до вершины. В угловую петлю провязываем 2 столбика, разворачиваемся и по верхней части идем в эту сторону до маркера. Потом на маркере последнюю петлю забираем, провязываем вместе с маркером. В общем, двигаемся вот так до следующего угла. Тут все понятно. Я вам покажу еще, как мы снимаем петлю с маркера, и в том и другом углу это будет происходить одинаково. Когда мы доходим до маркера, вот провязываем последние петли. И вот здесь у нас снимается петля с маркера на крючок. Провязываем вместе все 3 петли. Угловую петлю пропускаем и в следующую столбик без накида. Вот таким образом мы провязываем петли, снимаем их с маркера. Двигаемся дальше, доходим до угловой петли. И угловая петля точно так же, как с той стороны, провязывается в нее 2 столбика без накида. Думаю, что это тоже просто. В углу мы провязываем 2 столбика без накида, чтобы не стягивался угол. А здесь забираем, пропускаем одну петлю. Там, где мы маркеры снимали, для того, чтобы не было потом широкой, не болтающейся пятка. Вот в углу мы 1 столбик провязываем в самую угловую петлю. И потом в эту же петлю мы провязываем еще 1 столбик. Вот. И дальше уже по боковой части мы опускаемся вниз в каждый рядок. Ориентируемся по рядкам здесь. Доходим вниз вот сюда. И здесь внизу провязываем последнюю петлю столбик без накида и привязываемся ко второму столбику вот здесь впереди, в этом же ряду, к которому мы привязывались. Тоже столбик без накида. Переносим эту петлю на маркер. И вот так аккуратненько прокладываем нить на ту сторону кроссовочка. Вот так ровненько равняем, чтобы она не провисала, нигде не протягивалась. И теперь с этой стороны под 3-й столбик впереди
в этом же ряду, в котором мы привязывались, но уже под третий столбик, привязываемся столбиком без накида и идем по боковой части столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. Вот так продолжаем вязать. Никуда не торопимся, получаем удовольствие. Столбики без накида до верха, до угла. Здесь доходим до угла. Напишите в комментариях, нравится вам вязание вообще, и что вы любите вязать больше всего, как вам вообще обувь. Вот мне очень нравится вязать обувь, это интересно, не скучно, по крайней мере. Вот так, дошли мы до угла и ставим эту петлю сейчас на маркер. Вот таким образом опускаемся вниз к началу ряда. Привязываемся к следующему столбику в том ряду, по которому мы идем, всегда в один и тот же ряд, столбик без накида, и вяжем следующий ряд. Опять столбики без накида снизу до маркера наверху, до угла. В углу здесь довязываем последние петли. И вот последняя петля у нас. Вяжем столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере. Протягиваем нить, снимаем петлю с маркера. Провязываем эти 3 петли вместе. Снова ставим на маркер эту петлю. И опускаем нить вниз. Провязываем еще точно такой же ряд. К следующий, вот так, под следующий столбик идем подряд под каждый столбик. Столбик без накида первый, привязались, и дальше идем уже по вот этому клапану. Провязываем в каждую петельку столбики без накида. Доходим до верха. Точно так же, как мы делали в предыдущих рядах. Последнюю петельку провязываем столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере. В следующем ряду мы уже начнем делать отверстия для шнура. Куда будет у нас шнурок проходить. Теперь мы вот здесь можем сейчас повернуть в эту же петлю угловую, провязываем еще один столбик и двигаемся по верхней части. Мы сейчас не опускаемся вниз, потому что будем делать отверстия, это уже следующим рядом. И сейчас переходим вот сюда. По верхней части проходимся тоже столбиками без накида. Здесь мы просто идем вот до угла, когда у нас закончится боковая часть, просто вяжем. Потом в уголках мы вот здесь, в углу, вот здесь мы пропускаем угловую петлю. Сейчас мы дойдем до нее, и я покажу вам. Мы не провязываем петлю в углу, чтобы у нас потом пятка не торчала. Продолжаем дальше, двигаемся до угла. Ну как, вы поставили лайк? Вот интересно, если вы еще не поставили лайк, значит давайте заканчивать мастер-класс и расходимся по домам. Это, конечно, шутка, но я не устаю повторять, что ваши лайки, ваши подписки, комментарии, они помогают продвигать мой канал. Поэтому я с большим удовольствием буду писать вам все новые и новые мастер-классы. Вот, дошли мы до угла. Угловую петлю
мы сейчас пропускаем. Вот здесь ее не вяжем, а в следующую столбик без накида. Все, и дальше по пяточке двигаемся. Вяжем столбики без накида. Не забываем ввязывать нить, которая у нас протянута, чтобы она тут не осталась. Доходим до этого угла. Точно так же провязываем вот последнюю петлю. Угловую петлю пропустили и в следующую столбик без накида. Вот, а потом, когда мы дойдем до угла верхнего, мы там в угловую петлю провязываем 2 столбика без накида и опускаемся вниз. Вот здесь, вот про эту угловую петлю я говорю, сюда 2 столбика без накида, чтобы красивый был поворот. И дальше двигаемся вниз. Вот так провязываем до конца ряда. В конце ряда заканчиваем вязать ряд. Последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас зафиксирована на маркере, снимаем ее. Дальше привязываемся в следующий, вот под следующий столбик переднюю часть. Ставим на маркер эту петлю. И теперь нить мы поднимаем до угла на этой стороне. Нам надо провязать вот такие вот 4 ряда, как мы провязали с этой стороны. Здесь, если мы там снизу начинали, здесь начинаем угол тоже по лицевой стороне. Все вяжем, чтобы рисунок был одинаковый, но только мы вот с угловой петли. Вот отсюда начинаем. И начинаем вязать в каждую петельку столбик без накида до маркера вниз. Провязываем вот сюда вниз до маркера. Здесь присоединяемся к следующему столбику в этом ряду, где мы делаем присоединение. Затем нить протягиваем наверх, вяжем еще один ряд, присоединяемся к следующему, и вот тогда мы с вами встречаемся. Вот, провязали мы такие же 4 ряда. Здесь у нас так и здесь. Теперь эту нить возвращаем в самое начало ряда на правую сторону кроссовки. Кстати, эти кроссовки можно и мужскими сделать, и женскими. Все зависит от краски, цвета нити, раскраса, который придумаем. Присоединяемся к следующему столбику. Так, и начинаем вязать. Один столбик. Второй столбик без накида. Третий столбик. Провязали 3 столбика без накида. Теперь 2 воздушные петли. Теперь здесь вот 2 петли пропускаем и в третью столбик без накида 1. Дальше второй, третий, 2 воздушные петли, 2 петли пропустили в третью, 1, второй, третий, 2 петли, 2 воздушные петли, 2 петли пропустили в третью, 3 столбика без накида, 1, второй, третий. Покажу сейчас немножко еще поближе. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли и дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий.
2 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью, 1, второй столбик, третий, 2 воздушные петли, 2 петли пропустили и заканчиваем ряд. 1 столбик, второй столбик и третий столбик. Вот у нас получилось, эти будут у нас отверстия, и мы в угловую петлю довязываем еще 1 столбик. Получились у нас отверстия, а мы вяжем вот сюда, здесь в угловой петле, и здесь пропускаем по петле, доходим до той стороны, и такие же точно отверстия мы делаем на той стороне. Вот пришли мы сюда, угловую петлю провязали, сюда еще одну и начинаем. 1, 2, 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, дальше 2 петли пропустили, с третьей начинаем опять 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 2 петли пропустили, с третьей начинаем 1, 2, 3. Делаем все точно так же, как мы делали на той стороне, только мы вязали снизу вверх, а теперь мы вяжем сверху вниз. И такие же отверстия. 3 столбика без накида, 2 воздушные петли. 2 петли пропускаем, 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, в третий вяжем. Все, вот так точно мы провязываем от начала до конца ряда. Последнюю петлю провязываем вместе, вернее, это предпоследняя у нас петля, провязываем вместе с петлей, которая на маркере, и присоединяемся под следующий столбик впереди. Все, присоединились, петлю переносим на маркер. И сейчас мы с вами провяжем последний ряд, это ряд обвязки уже вот этих петелек, которые у нас предназначены для шнуровки. Пропускаем теперь эту нить, переносим в начало, вот сюда, привязываемся к следующему, вот под следующий столбик впереди. Привязались столбиком без накида, и в каждую петельку столбик без накида. Вот над столбиками мы провязываем каждую столбик без накида, а под воздушные петли вяжем по 3 столбика без накида. То есть у нас получается над 3 столбиками 2 столбика без накида, между ними как бы, да, а над 2 воздушными петлями 3 столбика. То есть у нас было в том ряду 5 столбиков, и здесь у нас останется тоже 5 столбиков, только они местами поменяются. У нас было 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, теперь наоборот, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли. Я думаю, что это вам понятно, потому что тут вы смотрите, как раз между столбиками у нас становятся столбики. Над воздушными петлями 3 воздушные петли. Тогда будет очень ровненько, вот такие ровные отверстия будут. Довязываем
вот сюда до угла, здесь пропускаем петли. Затем вниз опускаемся, точно так делаем обвязку. И потом мы закончим уже ряд с другой стороны. Обрезаем с той стороны нить. Вот здесь, где мы присоединились. Вот эту нить мы обрезаем, оставляем небольшой конец. Переносим его на изнаночную сторону. Вытягиваем просто крючком. Вот так. И там в вязание мы его прячем между петельками. Ну и теперь вот здесь я хочу сделать обвязочку соединительными столбиками. Вот здесь ставлю просто по шву. Знаете, вот как бы шов, он, ну не то чтобы некрасивый, не сказать, можно так оставить. Но мне нравится еще вот такой. Во-первых, это немножко укрепит, во-вторых, выровняет. Вот эти швы, они будут такие более ровные. И вот так просто в каждую петельку я пропускаю соединительный столбик. Вот. И вяжу такую как бы косичку из соединительных столбиков поверх вот этих рядов. Вот так. Затем на готовом изделии, конечно, это будет смотреться, ну, намного эффектнее, потому что вот эти дырочки, они убираются, которые у нас, они как бы подтягиваются, когда мы вяжем боковую часть, привязываемся к заднику, да, тут у нас появляются отверстия такие не очень симпатичные, вот мы их закрываем, получается очень красиво, аккуратно. Доходим вот сюда, вот так, видите, ровненько как получилось, очень красиво. Теперь провязываем по заднику, вот сюда. Поверху я делать их не буду, а вот сюда по заднику. И на той стороне точно так же опущусь вниз. Вот так идем. Проходим задник. Я думаю, что нет смысла показывать тут все. Везде это соединительные столбики. Вот сюда опущусь вот сюда вниз и потом пойду вот так по верхней границе вот этих рядов. Вот у меня сейчас уже этот кроссовок готов. Я уже связала такой вот шнурок. И я хочу вам сейчас показать, я не буду весь шнурок, я покажу кусочек, как вяжется такой плоский шнур. Очень легко. У меня вот такая тонкая пряжа, 290 метров на 100 грамм. Я уже не помню, какое название это, ну тоненькая. И вот я сейчас свяжу, он очень симпатично смотрится, а вяжется этот шнур, ну не знаю, наверное, легче и не бывает, как его связать. Набираем сначала цепочку из воздушных петель. Ну, наберу, наверное, штук 20. Значит, сколько набирать петель на шнурок? В зависимости от того, какой длины вы хотите шнурок. Будете его на бант завязывать или нет. Я что сделала? Я не знала, какой длины мне взять шнурок. Я взяла и просто набрала цепочку из воздушных петель, продела ее в отверстие и отмерила длину, которую бы я хотела, чтобы была на готовом шнурке. Прибавила к этой длине, которая по цепочке получилась, я прибавила к ней 2 сантиметра, потому что немножко цепочка, она как бы привязки становится чуть короче. Я ее затягиваю. И все. И вот так от цепочки потом начинаем вязать со второй петли столбики без накида по одной стороне. Обычно в каждую воздушную петельку провязываем столбик без накида через всю вот эту цепочку. Я думаю, что это просто.
От начала до конца ряда провязали вот такие столбики без накида. Я не показываю, потому что это очень долго. Это цепочка вся. Вы ее свяжете такую, какую вам надо длины. И вот когда вы дойдете до конца цепочки, в последнюю петельку провязываете 3 столбика в одну петлю и разворачиваетесь по другой стороне. В каждую петельку вяжете тоже столбики без накида. Видите, как просто. То есть мы вяжем просто разворот вот здесь, 3 столбика в последнюю петлю, и потом в каждую петельку назад вяжем столбики без накида. Тут хорошо видно каждую петельку. Получается посередине такое как бы пробитое отверстие. Очень хорошо потом смотрится это в шнурке. Ну, я думаю, что вы поняли. Вот такие шнурки можно легко и просто связать. Я еще поставлю внизу под видео ссылочку на видео, где у меня связаны шнурки другими способами я показываю. Вы можете связать тоненький шнурок. Мне нравится вот такой. Под спортивную обувь он очень хорошо подходит. Дошли вот до конца ряда. В конце ряда здесь в последнюю петлю соединительный столбик, еще один соединительный столбик и нить обрезаем. Потом нить этот прячем вот сюда в шнурок. И все. Вот такой простой шнурок. Я думаю, каждый из вас сможет его связать необходимой длины. Вот так он просто вяжется. Кстати, можно на эту модель сделать шнурок голубого цвета. Вот не обязательно белый. Но мне захотелось белый, он так празднично. Вот и все. Наши кроссовочки готовы. Я думаю, что вам они понравились и мастер-класс был вам понятен. Напишите, пожалуйста, свой отзыв. Если вам это видео понравилось, друзья, не забудьте поставить лайк. Не знаю уже, который раз я вас прошу это сделать, но тем не менее, если вы это еще не сделали, сделайте, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, делитесь в своих соцсетях, пабликах этим видео, как можно больше людей будет смотреть, будет учиться и будет присоединяться к нашей группе. Вот, ну а я думаю, что нас с вами впереди еще ждут великие дела. Мы будем вязать еще много интересной обуви. В конце вот этого видео прошу вас обратить внимание на другие модели, которые вы можете посмотреть и тоже для себя связать. Например, вот такие голубые ботиночки мне они очень нравятся. Желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!